Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, в известной скандинавской саге, по которой снято очень много фильмов, сериалов, правда, немного там перемешана фантазия режиссера и сценариста, но в любом случае скандинавская сага, это как исторический документ, рассказывающий о богах Севера, о героях Севера. И в скандинавской саге есть некая богиня. Зовут ее Сага, потому как скандинавская сага носит ее имя. Почему? Потому что сага означает поющая или поэтесса, или поэт. Там не делится на женский и мужской пол. Так вот, она поет о героях, о богах, о подвигах великих людей, слагает сагу. Вот с того времени это слово «сага» означает воспевание, воспевание геройства, воспевание древности, мудрости. Богиню Сага часто здесь не склоняется имя Сага. Ее часто путают с Фрейей, считая ее хозяйкой Асгарда, женой Одина. На самом деле это не так. Она подруга, близкий друг Одина. Не любовница, не любимая женщина, а близкий друг Одина. И согласно древним легендам, сама Фрея ей иногда доверяет своих кошек или львов, то есть колесницу со львами. Именно потому ее иногда путают с ней и изображают с кошками и со львами. Это самая малоизвестная богиня, но о ней вы, естественно, очень мало найдете в интернете. Но как человек с историческим образованием, изучавший скандинавскую теологию, и в частности первоисточник скандинавской саги, я в свое время очень много нашла, переписала, сохранила обращение к богам, заговоры к ним, воспевание этих божеств. И сегодня еще дам один ритуал вам, очень важный, очень нужный вам в жизни, как и все работы. И приведу вам маленький такой куплет из саги, обращение к богине. Изначально проясню, что она из племени ассов. Она одна из почитаемых богинь Асгарда. Кто-нибудь откройте обитатели Асгарда про скандинавских богов, мою лекцию, если вам интересно, прослушайте, изучите. И она единственная богиня, которая удостоилась чести пить вместе с Одином из золотой чаши. Ее некоторые племена скандинавские почитали как богиню шикарной жизни, изобильной жизни. Однако боги Асгарда так или иначе связаны с магией. Хотя не только Асгарда, и Ваны в том числе. Делится на 3 категории. Асы, Ваны, Фаворы, демоны, которых они изгнали. Тоже часть божества, очень напоминает греческую титаномахию. Но сейчас речь не о том. Так вот, она богиня прорицания.
Когда человек не мог принять решение, почему она богиня прорицания, поэзии, ну, потому что, знаете, такое говорят, поэт в России больше, чем поэт, да, иногда называли поэтов где-то прорицателями, пророками. И часто им было дано видеть будущее, прочувствовать хотя бы. Это говорит о том, что творческому человеку дано немного и прорицания, немного и магии. Он предчувствует, понимает, пропускает через свою душу все свои произведения, отдает им частичку своей энергии и так далее. Так вот, воины, крестьяне, властимущие, если не знали, как поступить в той или иной ситуации, просили богиню Сага овладеть их разумом и вести их по правильной дороге. Ведь она богиня прорицания, ей дано видеть, где правда, где ложь. Ей дано видеть мысли, читать мысли людей. Она видит истинные вещи, то есть истинное значение вещей. И человек просил, чтобы вот частица этого прорицания, видения было у него, чтобы он видел правильную дорогу, как правильно себя вести, чтобы выиграть это сражение. Если вы находитесь перед судьбоносным решением, не знаете, что делать, какое решение вам принять. Если вы находитесь перед выбором, выйти замуж за этого человека или нет. Если вы находитесь перед судебным решением, чтобы вам показали то, что вам поможет выиграть в этой борьбе. Выход всегда есть, просто мы не всегда видим этот выход и не всегда согласны с тем выходом, который нам показывают. Но выход всегда есть. И поэтому, друзья мои, вот вам обращение к ней. Что нужно делать? Для начала вам нужно собрать мелкие камни. Они здесь важны, потому что они носители энергии Земли, мысли Земли. Красные свечи нужно вить вот таким образом, чтобы был такой некий круговорот. 5 красных восковых свечей. Другое освещение – это уже по вашему желанию. Ее статуэтка может быть у вас дома, может не быть. Это не столь важно. Эта статуя тоже не ее. По сути, она каноническая статуя Фрейи, но она напоминает именно сагу. Поэтому я поняла, что поскольку мастера не всегда знают мифологию, они воспроизводят просто красивые работы, то они просто воспроизвели ее в образе Фрей или назвали Фрей. Она малоизвестная богиня. Но именно вот этот образ соответствует ей. Длинные косы. Иногда ее изображают с кошками, как Фрею, потому что эти кошки знают ее в том числе. За спиной крылья. Это она и есть Сага. Богиня поэзии, прорицания, мудрости, исторической памяти. Иногда ее сравнивают с греческой Клио, тоже покровительницей, музой истории. Ну, не только истории, там и поэзии, там у них много функций. Зажигайте эти свечи, ставите благовоние, произносите 5 раз, оставляйте, чтобы свечи догорели, и выносите вместе с камнями этот воск и оставляйте под деревом. Ставите там пиво, приносили скандинавским богам пиво,
издревле. Хорошее пиво покупайте, не скупитесь. И мед. И мой вам совет, когда вы оставляете откупы, возьмите одноразовые такие, есть блюдца, не знаю, стаканчики из бумаги, бумажные. Потому что они со временем сольются с природой. И природу тоже нужно беречь и уважать, чтобы не мусорить, не засорять. Когда нужно просто вылить под дерево, унести, это другой вопрос. Но когда нужно оставлять, лучше возьмите вот из картонные, бумажные. А иногда, знаете, можете по-другому сделать. Продают такие хлебные, знаете, то есть из муки сделанные стаканчики. Но иногда можно самим купить хлеб, круглый хлеб, выковырить изнутри вот эту мякиш туда, то есть выковырить, и вылить туда мед и пиво. Я сегодня немного уставшая, не обращайте внимания. И оставить под деревом. Природный материал, биологический материал. И птицам, и зверям будет от этого польза, они съедят. Ну и она сольется с природой, чтобы не засорять природу. Найдите всегда такие гуманные возможности, выходы, чтобы беречь то, что нам наши предки оставили, и передать после нас. Знаете такое, если до нас это дожило, мы не имеем права это проворонить. Мы должны дальше передать. Итак, все подготовим и начнем с вами ритуал. В чем будет, то есть какой будет эффект после ритуала? Вам будут приходить мысли определенные, может, во снах начнут вам показывать, давать решение какое-то. Вы знаете, когда-то я посоветовала одной девушке обращаться не к Сага, богине, да, она не склоняется, к Клио, но потом этот ритуал выложу. И она занималась, она была художницей, и есть. И у нее какой-то творческий кризис наступил. Так бывает иногда, выгорание, усталость от всего. И когда она это провела, она сказала: у меня столько идей, мне такие миры показывают во сне. Я встаю и начинаю, значит, писать картину. Довольно востребованная художница. Ну, я спрошу, если она согласна, напишу, кто. Не очень ей хочется, чтобы знали, с помощью кого все-таки она многого добилась. Ну, и много кто не хочет, но это и правильно, с одной стороны. Так вот, придут мысли, придут люди, которые вам предложат определенное там решение проблем, дадут возможность правильно идти. Иногда человек нервничает, люди уходят, умирают от душевной боли, от переживаний, потому что не знают, что делать, как. У них руки опускаются, у них отчаяние наступает, они не знают, как себя вести, как сделать и так далее. Именно потому, что мы следуем эмоциям больше, чем разуму. А во всем надо следовать разуму. Иногда даже, вот страшно прозвучит, иногда даже смерть человека наилучший выход для него, чем жизнь. Хотя, может, кто-то скажет, ну, дико как-то звучит, что значит смерть. Но иногда и это бывает, что смерть человека намного разумнее для вселенной, природы и для него самого, чем даже его жизнь. Потому что он здесь мучился, ему эта жизнь была не нужна. Ведь родные люди, жены кидаются спасать людей, там, сами понимаете, каких уже все закончившихся личностей, всеми силами, цепляются за них по врачам, туда-сюда, и говоришь: отпустите человека, отпустите, он мучается и вас мучает, дайте ему уйти. Он бесполезен этому миру, даже если ты вернешь, есть необратимые последствия, из-за которых он все равно не станет полноценным человеком. Зачем мучить? Мироздание видит, что человек не справился с той жизнью, которую ему подарили, и хочет забрать на покой. Оставьте его. То есть во всем нужен разум. А для этого нужно руководствоваться тем, что дают боги. Нужно обращаться к ним, просить вести вас просто за руку, показать правильные дороги.
Одним словом, она даст вам те мысли, которые вас выведут из творческого кризиса, из жизненных трудных ситуаций. Просто даст, вот вдруг вам в голову придет, или будете сидеть, смотреть телевизор, и вдруг там внизу какие-то объявления, ищут таких-то людей, приходите. И в этот момент вы увидите, запишите, пойдете туда, вас примут на эту работу. То есть я надеюсь, что вы поняли, как правильно вести в этой ситуации, что делать, что говорить. Она просто будет вашей, знаете, вашими мозгами, грубо говоря, вашим разумом руководить, и сама вас выведет, пользуясь вашим умом, выведет вас из трудной ситуации. Когда все закончится, еще раз говорю, всегда благодарите богов, откупайтесь, не будьте жадными. Кому-то помогите, кошек, собак подберите, пристройте, вылечите. Не будьте жадными. Мне очень часто пишут люди, у которых невероятные перемены. Люди не могут научиться тому, что надо быть благодарными. Обязательно. Более того, они еще оправдывают свое свинство тем, что так получилось, и почему человек должен делать что-то заради спасибо. Вот те самые мужики, например, поэты, которые пользовались женщинами, поднимались по карьерной лестнице, самые трудные годы своей жизни женщина была рядом, в голод, холод поддерживала, и они вот поднялись, бросили ее, ушли, и когда она упрекнула или что-то сказала, они сразу пишут, знаете, если ты за добро благодарности ждешь, ты не даришь добро, ты ее продаешь. То есть люди считают, что им должны отдать, только отдать. Даже боги устают, если человек ничем не благодарит. Понимаете, только просит и дайте. Нельзя так делать. Будьте благодарны. Никто не говорит, чтобы вы там всю зарплату куда-то относили, кому-то отдавали. Но если ты благодаря ритуалу получаешь 1 000 000 рублей, но из них на 5000, я не знаю, купи корм и отдай куда-нибудь в приют. Или на улице видишь котенка, подбери, возьми, вылечи, отдай в добрые руки. Заберут, поверьте мне. Возможно, вы сможете. Вы никогда не живите по стандарту. Вот, там же не получается. Вы другая. У вас по-другому все в жизни будет. По-другому совершенно. Никогда не смотрите, не оглядывайтесь. Вот люди же не могут этих собак-кошек пристроить. А ты можешь, а ты знаешь, что можно обращаться к Богу Ацха. Что есть пристроить или продать кошек, собак или иную живность. Начитаешь и заберут, и все люди пишут, что сразу забрали в течение нескольких дней. Ты не такая, как все. Никогда не думай, а вдруг выкиньте страх. Вы пришли к богам, вы знаете их, вы просите их. У вас будет другая жизнь. Самые кризисные годы, особенно в Волгоградскую область, когда нигде ни работы, ничего нету, люди там годами сидели, я никогда не сидела дома без работы. Была только несколько лет, я дома работала, потому что сын рос, и я не хотела его отдавать маленького в садик, там сразу начинает болеть. Все, вот этот период ради него осталась дома и прям терпела еле-еле, но занималась репетиторством, писала. У меня не было вообще ни секунды свободного времени в любом случае. Но хотелось выход в люди. Одно дело, когда ты одеваешься, выходишь, понимаешь, работа, она продлевает молодость. Сидя дома, тебе неохота краситься или что. Когда ты работаешь, ты смотришь за собой, ты обязана выйти в нормальном виде. Понимаете, почему люди хотят выйти работать, и это правильно. Так вот, у всех не было работы, не знали, что делать. Я находила работу вот постоянно. Почему постоянно? Потому что у нас то декретный отпуск вышел человек на время, то приходишь, замещаешь, то еще. То есть временное получалось хотя бы, но я всегда работала. Я просто приходила в школу и говорила: здравствуйте, я знаю, что вам нужен учитель истории. А кто вам сказал? Ну вот я знаю. А давайте там, Любовь Петровна, нам нужна. Да, нам вот как раз вот это собирается декретно. А кто вам сказал? Они удивлялись. Меня кто-то вел, показывал, где надо. Я вот пошла, поработала полгода.
вернулась учительница из декрета. Они не хотели меня отпускать. Они дали мне еще часы, потому что увидели, что я лучше нее преподаю. Понимаете, шла вот просто, не знаю, вот куда, в детский сад. Здравствуйте, я знаю, что вам воспитатель нужен. Да нет, а вообще-то да. Нету проблем. Если человек хочет, реально, правда, взял себя в руки и сказал, я хочу по-другому жить, нет никаких препятствий, вообще не существует. Они все падают перед вами. Но пока вы не возьметесь за себя. Было одно время, когда я обижалась, что я вот хорошо пишу, и у меня вот такой талант, а вот меня не замечают. Потом я села и сказала, да ты сама виновата. Откуда люди могут знать, что ты хорошо пишешь? Ты кому-то показала, сказала, рассказала, и тебя не оценили? Так в чем твои претензии? Хватит ныть. Открой канал и скажи, и покажи свое мастерство, покажи, кто ты, что ты можешь. Сделала исторически сначала, открыла группу огромную историческую, оценили мой талант. Понимаете, вместо того, чтобы ныть, вот ты умеешь делать красивые сумки, а кто должен прийти постучаться? Знаете, вот я Нострадамус видел во сне, что вы сумки делаете. Вот вы сделаете, вот, точно, вот узнали. Нет, никто не скажет. Ты сделала эту сумку, покажи в интернете, покажи. Сейчас 21 век, везде можно показать. И все начнут тебе писать, а можно вот нам еще такую сумку, а вот мы хотим заказать. Понимаете, покажи себя сначала, а потом требуй. И если боги тебе дали возможность подняться над другими людьми, не забывай никогда их благодарить, делать добро обратно людям, зверям, не знаю, кому-то еще. Не забывай, что и отдавать надо чуть-чуть, чтобы опять получить. Для того, чтобы хорошо жить, надо отдать энергию, время, здоровье, силы, а обратно получать деньги, славу, благодарность, дом, квартиру и так далее. Ничего не отдавая, ничего не получаешь. Если ты просто так получаешь на халяву, оно и уходит. Ветер принес, ветер унес. На это тоже не нацелитесь. Не смотрите на то, что а вот эта Маша вот ничего не делала, а там какой-то олигарх ее увез, а вот почему я должна работать? Да ты не знаешь, как у нее жизнь закончится. Может, этот олигарх пнет ее за задницу, когда у кого-то силиконы будут больше, чем у нее. И все, и останется эта Маша на подворотне и умрет под заборами. Откуда ты знаешь ее судьбу? Сколько жен олигархов так умерло в безвестности, да денег не было даже на похороны. Ты концентрируешься на себя, на себе. То есть вот я что должна завтра делать? Это вот мой план, вот и все. На себе. Сейчас целую лекцию прочитала, просто в последнее время вот меня вот прям злит вот это человеческое нытье. На себе концентрируйся, плевать, кто тебе позвонил, кто тебя не любит, кто не так сказал, не так посмотрел. На себе, как только человек концентрируется на себе и игнорирует, не замечает окружающее вот это гавканье, он добивается успеха. Вот только в этот момент. Итак, чтобы сага вела вас по правильному пути и показала вам выход, решение проблемы. Уже объяснила, как провести и как откупиться. Начали. Вот примерно такой алтарь должен быть у вас. Показываю с близкого расстояния, каким образом. Вот, собственно говоря. Я надеюсь, что поняли этот процесс, потому что потом спрашивают миллион раз, а что делать, а как, а вот... Ну, неужели непонятно? Это же не сложные манипуляции, чтобы не было понятно, как и что. Итак, начнем. Я возношу свою мольбу к мудрейшей дочери ассов. О, сага, посмотри на меня, обрати на меня свое божественное внимание. Покажи мне сокрытое, тайное, подскажи мне решение. Подай мне свою милосердную руку и вытяни из бездны. Веди меня к спасению. Управляй моим умом в трудный час и помоги победить в этой битве. И на норвежском языке. Сторгюденна. Хислен мяйк. Þöttel мяйк. Лунстейнген.
Леде мяйк тексайр. Так скал духа. Может быть, ударение не так ставлю, если кто знает язык. Вы можете правильно произносить. В принципе, слова правильные. Я возношу свою мольбу к мудрейшей дочери ассов. О, Сага, посмотри на меня, обрати на меня свое божественное внимание. Покажи мне сокрытые, тайные, подскажи мне решение, подай мне свою милосердную руку и вытяни из бездны. Веди меня к спасению, управляй моим умом в трудный час и помоги победить в этой битве. Стор Гюданна, Хислан Мяйк, Фётель Мяйк, Лёсненинген. Леде Майк Тексайр. Так скал духа. Просто язык он такой мягкий. Стараюсь прочитать правильно. Я возношу свою мольбу к мудрейшей дочери ассов. О, Сага, посмотри на меня. Обрати на меня свое божественное внимание. Покажи мне сокрытое, тайное, подскажи мне решение, подай мне свою милосердную руку и вытяни из бездны. Веди меня к спасению, управляй моим умом в трудный час и помоги победить в этой битве. Стор Юденна. Хислен. Извиняюсь, слово неправильно произнесла. Хислумп. Мяйнг. Фётель Мяйк. Лёстенинген. Леде Мяйк Тексайр. Так скал духа. Простительно, потому что язык не мой. Я возношу свою мольбу к мудрейшей дочери ассов. О, Сага, посмотри на меня, обрати на меня свое божественное внимание. Покажи мне сокрытые, тайные, подскажи мне решение, подай мне свою милосердную руку и вытяни из бездны. Веди меня к спасению, управляй моим умом в трудный час и помоги победить в этой битве. Стор Гюданна, Хисселп, Мяйк, Фётель Мяйк, Лёсненинген, Леде Майк, Тексайр, так скал духа. Слова будут напечатаны, поэтому можете быть спокойны. Я возношу свою мольбу к мудрейшей дочери ассов. О, Сага, посмотри на меня, обрати на меня свое божественное внимание, покажи мне сокрытые, тайные, подскажи мне решение, подай мне свою милосердную руку и вытяни из бездны. Веди меня к спасению, управляй моим умом в трудный час и помоги победить в этой битве. Стор Гюденна, Хислп Мяйк, Фётель Мяйк, Лёстенинген, Леде Мяйк Тексайр. Так скал духа. Я возношу свою мольбу к мудрейшей дочери ассов. О, Сага, посмотри на меня, обрати на меня свое божественное внимание, покажи мне сокрытые, тайные, подскажи мне решение, подай мне свою милосердную руку и вытяни из бездны. Веди меня к спасению, управляй моим умом в трудный час и помоги победить в этой битве. Стор Гюденна, Хислп Майк, Фётель Майк, Лёсненинген, Леде Майк Тексайр. Так скал духа. Друзья мои, откупаться нужно сразу после ритуала. То есть или вечером, или на следующий день, в течение 3 дней. Не дождавшись результата. Результат у вас будет. Но на сей раз нужно откупаться. Именно, как я сказала, мед и пиво. Оставляйте и уходите без слов. Это не неподъемный откуп. Я думаю, что вам это таких больших денег не будет стоить. Поэтому нужно откупаться сразу же.
Но результат будет даже, может быть, быстрее, чем вы откупитесь. Желаю вам удачи. Чтите богов, и они будут любить и уважать вас.